в отличие от многих тренеров, я всегда говорю, когда, допустим, Рома выигрывает, я спрашиваю: Рома, ну все говорят: красавчик, там, молодец, ты чемпион мира. Я говорю: Рома, что не получилось? Скажи, вот, на твой взгляд, что хотелось бы сделать, но у тебя не получилось? Потому что, с одной стороны, это, так, знаете, как бы нытье какое-то, а с другой стороны, это четкий шаг к вехе самосовершенствования, чтобы стать лучше всего лишь. Мы приехали сюда, в это место, готовиться к бою. И просто у каждого свой выбор. Кто-то приезжает на отдых, кто-то приезжает готовиться к бою. Очень хорошее, уникальное место, очень много парков. Но это, опять же, нас не касается, мы концентрируем на подготовке к бою. Вот, и абстрагируемся от окружающего мира. Но это было всегда. Что такое тайский бокс? Это достаточно древнее искусство и носит очень тяжелый характер, как тренировочный. Это идет воспитание духа через воспитание тела. Понимаете? На самом деле дополнительных усилий никаких не требуется. Надо просто полностью раскрыться и полностью отдаться. Потому что такое профессионал? Профессионал – это полнейшая самоотдача. Самоотдача и сосредоточенность на бою. Нет, это, во-первых, это умение человека концентрироваться на том, что он делает. Это и называется профессионализм, понимаете? Когда человек делает хорошо то, что он умеет делать. Не важно, что он делает стул, или поет песни, или выходит на ринг. И это заслуга вместе и бойца, и тренера. Путем, вот эти все тренировки, которые проходят, они формируют характер. Вы знаете, что Роман, что Чингис, они очень похожи и очень не похожи. Во-первых, они выступают в разных весовых категориях. Чем похожи? У них очень большая двигательная способность, способность игры, неожиданные атаки. Это как бы присуще нашей школе. Это у нас игровая, в отличие от других, допустим, там, доминирующих голландских школ. Чем отличается? У каждого свои какие-то коронные приемы, комбинации. Допустим, там в последнее время, допустим, у Романа очень получается быстрая атака правого кросса, соединяемая с коленом. И это действительно очень эффектно. У Чингиза очень сильные ноги, и он может сделать на сайдстепе то, что мало кто умеет сделать. Комбинацию, заканчивающую, допустим, там левой ногой, очень опасная левая нога. Передняя рука работает больше. Достаточно тяжело переключаться с одного профессионала на второго, потому что здесь разные, во-первых, весовые категории, разные этапы подготовки. Достаточно тяжело, но мы вальируем и показываем результат. Вы знаете, очень хорошо, когда есть несколько лидеров в команде, которые выступают на высокой арене. То есть здесь постоянно идет соперничество между ними. То есть вот этот олимпийский лозунг «быстрее, выше, дальше» здесь подчеркивается, потому что быть лучшим из лучших это главный критерий. Быстрее пробежать, выше прыгнуть, быть лучше во всем. Знаете. И когда они друг друга подстегивают, то есть тогда идет более лучший результат. Соперничество между людьми, оно либо сплачивает и объединяет, и превращает в дружбу, но иногда это превращается и в ненависть. Это все личности, человеческие качества. У нас в лагере всегда такое царит, какое-то иногда подшучивают друг над другом, понимаете, поддерживают как могут, подначивают, при этом есть какая-то дисциплина, то есть странная. Подначки и дисциплина, знаете, совместить несовместимое, но когда есть, допустим, что такое команда, это духовная общность людей, которые видят, понимают друг друга и видят недостатки и хорошие качества. Вот когда находится это командный дух называется, понимаете, тогда это номер один для меня, я считаю. Да? Нормально. Давайте по очереди. Любимая шутка Чингиза сначала, да? Чингиз человек остро понимающий юмор.
но не особый шутник. Но умение подтрунивать над собой, это, я считаю, одно из самых таких тоненьких проявлений юмора. То есть он иногда подтрунивает, что он азербайджанец, и над азербайджанцами, он такой, конечно, и так далее, и так далее. Это у Ромы Крикли любимая байка, вот он очень любит рассказывать какие-то, уходя в сюжетную линию пересказа книжки, либо кино, он добавляет свои какие-то эмоциональные стороны. Вот. Ну, выглядит это очень хорошо. И так он погружается не только сам, но и погружает людям, которые рассказывают. Да, не знаю, они знают, кто привез первый титул Республики Беларусь. Это был Сергей Иванович, 94 год. Методику тренировок изучали по кадрам из видеофильмов, и только Андрей Гридин четко знал, что именно надо делать. Самое удивительное, что специализированного образования у него нет. Вся подготовка идет из многих-многих этапов. То есть подготовка к бою идет 3-4 месяца на самом деле. Первый этап самый длинный, утомительный. Общеподготовительная подготовка – это очень-очень много бега, тяжелой атлетики. И лучше эти сборы проводить в условиях высокогорья. Потом идет специальная подготовка, второй этап. Это уже начинается работа в парах, снаряды, СВП, специальная физическая подготовка. Потом идет следующий этап, предсоревновательная. Начинаются спарринги, много тактическая работа и циклическая, интервальная. Вот. Потом соревновательный этап. Уже объемы сужаются, и тренировки короткие, но очень интенсивные. Уже большая работа над тактическими моментами. Потом идет восстанавливающий этап. Это после соревнований. После соревнований нужно идти дальше, потому что соревнования будут продолжаться дальше. Это активный отдых, это прогулки, бассейн, велосипед, пробежки. Есть еще такой маленький этап, это фаза реализации после спортивной формы. То есть это как произошло с Димой Асановым, который выступил на Олимпиаде, а потом не готовясь совершенно, поехал и выиграл мир. То же самое я хотел сделать с Чингизом. И когда не получилось, я так был очень расстроен. Есть всегда люди, которые нам помогают. Это Алексей Дашкевич, он тренер по специальной физической подготовке. Второй тренер Юрий Ильич, который отвечает за бокс. И опять же, там понятно, что здесь помогают ребята нам очень многим. Спарринг-партнеры. Очень сложно найти спарринг-партнеров, особенно для Романа Крикли, потому что тяжелый вес, он очень дефицитный. И найти спарринг-партнера такого класса крайне всегда трудно. Но, допустим, я рассматриваю противника, и мне нужно подобрать примерно такого же телосложения, психотипа человека. И там уже идет непосредственно работа. И спарринги, которые включают вольные бои, и какие-то комбинации, и какие-то тактико-тактические наработки. Знаете, чем ближе бой, тем, конечно, атмосфера становится более напряженная и нервозная, но вот для чего нужна команда? Это перво-наперво это эмоциональная поддержка друг друга, понимаете? И когда человек помогает друг другу, гораздо легче перенести это напряжение предстартовое. Природа страха, она очень интересна. Величайший тренер Тайсона Каз Дамата сказал: все боятся, только идиоты не боятся. Вот. Это естественно для человеческого организма. Но вот именно преодоление этого страха и рождает мужчину. Как сказал Каз, опять же, страх – это огонь. Далеко – холодно, близко – обожжешься. Когда ты найдешь вот это управление страхом, тогда ты будешь чемпионом. Кроме страха есть эмоция ответственности. Это очень страшно. Или желание выиграть досрочно. Оно зажимает тело, психику. Понимаете? Как от этого освободиться – это внутренняя борьба каждого человека. Потому что вот школа состоит из 3 вещей. Это школа, как ряд приемов технических, есть физическая, но самое краеугольный камень – это психика, психология. Каждый человек – это его внутреннее сопереживание, и ты можешь чем-то помочь. Вот. Но это внутреннее подавление – это твое усилие. Что такое претендент и что такое чемпион? Здесь уже разницы нет. Если
человека вынесло на эту волну быть первым и быть вторым, я думаю, что претендент всегда имеет больше шансов, больше желания победы. Потому что когда мы стали чемпионами, очень много энергии мы концентрируем на удержании этого престижа. Это очень неправильно, надо идти дальше. И как бы здесь такой монолог, много званых, но мало избранных про чемпионов. И только одиночки попадают в линейку избранных. Но из этой линейки, из этой линии, лишь только немногим удается преодолеть земное притяжение и отправиться в космос. Скоростью обыгрывает. Ну, прет он, ну, правильно, он уже будет переть. Ну, кто такие чемпионы, да? Ну, вот с виду это, ну, обыкновенные парни. Но, правда, с каким-то вот, их выделяет среди людей какое-то внутреннее достоинство. Надо знать, что они всегда были первыми из первых. Просто у них, когда они понимают, что можно реализовать положенное изнутри, данное им изнутри. Но это же способность, во-первых, трудиться, концентрироваться только на тренировках, видеть бой. Ну, профессионал – это перво-наперво, это как он думает и так, как он чувствует. А еще, как он может действовать в тяжелейших условиях. Далеко не провалил, чувствую его, да? Хочется поговорить про религиозность. Чингис Алазов, он религиозен. Вот сейчас он, кстати, поехал на службу, точнее, на намаз. У каждого, опять же, здесь свобода вероисповедания, каждый должен прийти к Богу. Я думаю, что мы верим, но мы не пришли, понимаете, до конца к этому. Интересная веха веры, да. Рома, вот я вот так даже не задумывался. Ты веришь в Бога? Атеист? Максимальный добавок, да? А я где-то вот у меня есть. Хожу же с крестом. Я называю себя христианствующий буддист. Как говорил Хаксли, да, он говорит, вот в христианстве человек стремится познать Бога, а в буддизме человек старается стать Богом. Вот. Интересная тоже мысль, да? Все вот это, там легко-легко там увидишь, когда надо вложиться. Тот или другой клуб лучше или хуже, не мне судить. Но вот представьте, вот мы сейчас сидим в лагере «Эмираль», в местечке Краби, или Краби, как правильно, Роман? А еще вокруг нас разбросаны десятки, сотни, тысячи вот разных залов, школ, тренеров с их какими-то убеждениями, эмоциями. Очень сильные школы в Голландии, издавна. Потом они начали заниматься кикбоксингом и тайским боксом ровно где-то на 25 лет раньше. То есть у них очень огромный запас времени и большой отбор людей. Как ни странно, с небольшого острова Суринам вышло там просто куча чемпионов. Там Реми Баньянский, Эрнесто Хус, там неоднократный чемпион. В Голландии есть тренер, которого я очень уважаю. Это Карбин. Приходя в школу, сразу же виден человек, какой он, что он может сделать, как он может сделать. Просто чуть-чуть надо потренироваться и прийти к поясу. Все эти данные, скорость, координация, умение терпеть, концентрироваться, трудиться, они видны сразу. Работа пар видна сразу, да, кто ты. Осторожный, хитрый, храбрый. Ну, знаете, очень много у нас в школе молодых и уже перспективных боксеров, которые, я уверен, станут чемпионами и большими чемпионами. Вы знаете, вот эти слова легендарные, обычные, ну, что это за критерии, которые мы делим? Нет. Не знаю, когда на меня нападают, там, легендарный это когда человек умирает, наверное, да, и нужен видимый результат, продукт труда твоего. Это и отличие и есть. Обычных много, легендарных. И обычный тренер может сделать чемпиона мира. Может так сопать звезды. Ты нашел большой талант. Влияние тайского бокса, знаете, я могу по примеру рассказать насчет своего вот этого мироощущения. Знаете, когда ходишь в зал, очень уставший или как-то что-то преображается сразу, понимаете? Появляются какие-то искорки, желание работать. Вот. И мне говорят, устал от работы. Я говорю, я не работаю. Это мое увлечение. А влияние на мир, это надо спрашивать у мира, наверное. Знаете, тайский бокс был крайне популярен 20 лет назад, когда залы просто невозможно было попасть и ломились. Понимаете, просто
Тайский бокс, это ж я говорю, не мордобитие, а духовная пища. То есть там очень много таких экзотических вещей и духовных вещей. Много жил в Японии, и там всегда было, перед школой было 3 иероглифа. Я так думаю, что за иероглифы, повторяющие иероглифы? Там было написано терпение, упражнение, желание. Это одно из самых ключевых, наверное, таких к победе позывов.